Не обращайте внимания на мои растрепанные волосы, я их только помыла, поэтому не могу расчесать. Hello, beautifuls, вы на канале Twinkie Talks. Самые крупные выставки прошли в прошлом месяце, так что в этом мы частично отдыхаем с анонсами, но все-таки несколько разных новостей я бы вам рассказала, даже если их и немного. Берите чаечек, снеки, девочки, и мы погнали! Начнем с Cappy Castaway, уютного приключения, где нужно играть за дуо капибары и вороны. Игра вдохновлена реальными местами в Торонто. Тут нам предстоит исследовать мир с помощью нашего дуэта, решать головоломки, помогать другим и просто наслаждаться милым приятным визуалом. Как известно, у капибары есть способности в виде копания, плавания и чуткого нюха, а у вороны полет, конечно, также сбор предметов и возможность переносить первого в другие места. И часто придется кооперировать их способности, чтобы разными способами выполнить те или иные задачи. Плюс ко всему в игре есть кооператив, что сюда отлично вписывается, чтобы поиграть с подругами. Игра выйдет только на ПК, как заявлено 6 августа, но демо-версия в Steam уже есть. Еще одно приключение с животными, на этот раз с мышкой, Hella of Mice and Magic, тоже получила свою дату выхода. И тут у нас вдохновлялись Швецией, кстати. Играем мы за мышку-фамильяра ведьмы, которая заболела и не может больше защищать их края. Нам нужно помочь ей в этом восстановить гармонию. Мы будем исследовать мир, собирая ингредиенты, варить зелья, решать разные задачи и просто исследовать свои пути. Также у нас будет что-то типа спутника в виде рюкзака, правда, но не обычного, а волшебного. И в игре тоже есть кооператив, где можно играть до 4 человек, либо на раздельном экране вдвоем. Выйдет игра на ПК, PlayStation 5, Xbox и Switch 2 в 4 квартале этого года. Сюда же еще одна коузи игра про ферму и пушистиков. Little Ship Valley анонсировали не так давно. Тут у нас будет строительство своего ранчо, где мы ухаживаем за овечками, и их нужно будет кормить, стричь, играть с ними и гладить. В общем, всячески ухаживать. И расширяться, конечно, тоже. Ранчо можно будет украшать и персонализировать, а с ростом фермы можно будет также автоматизировать ручной труд для облегчения задач. В целом, игра расслабляющая и неспешная. Выйдет она на ПК, но даты выхода пока нет. Еще одна градостроительная игра Short Isles обзавелась демо-версией. Мы должны строить свой остров вокруг маяка, оборонять и охранять его, расширять и создавать разные типы местности. Соль в том, что ночью из глубин океана выходят разные существа, что норовят испортить нашему острову жизнь. В игре логика и стратегические подходы имеют довольно важную роль для выживания. Игра позиционируется расслабляющей тревожной с мрачной атмосферой 60-х годов. Релиз ее намечен на 3 сентября. Prelude Dark Pain. Пошаговая Dark Fantasy, где мы играем за воина-кузнеца, к сожалению, без выбора ГГ. Скоро она должна выйти в раннем доступе, это будет 27 числа. Я подумала, что выглядит она неплохо, и немного на мгновение вне геймплея напомнила мне одну небезызвестную игру, которая Darkest Dungeon. Поэтому кому-то может быть интересно. Плюс, насколько мне позволили скрины и трейлеры это увидеть, там есть героини, которые выглядят не кринжово. Итак, события в игре происходят во время некого то ли проклятия, то ли источника силы, что опустошило земли, и теперь там правит кровавый орден, который молит повелителю боли, а мы, соответственно, боремся против них и их террора. Конечно, не сказать, что это что-то новое, вполне себе уже известный сюжет, но все-таки. От наших решений в игре будет зависеть и будущее земель, и героев, и героинь, которых мы сможем взять в команду. Как нам обещают, помимо основной сюжетки, в игре также будут разные сайд-квесты, более 20 различных игровых существ с собственными ветвями навыков и талантов, также возможность улучшать и менять снаряжение, следить за поселением и, конечно, проводить пошаговые тактические бои. В раннем доступе сперва будут доступны лишь первые акты и 9 ГГшек, а время игры в нем составит примерно 15 часов. А уже после раннего доступа, кто знает. Как я сказала, выйдет она 27 июля, а в раннем доступе только в Steam. Emberville Action RPG скоро выйдет в раннем доступе. Игра в пиксельной графике дает нам возможность спасти городок и его жительниц от бедствия. Как подобает подобным играм, тут будут разные NPC со своими жизнями, историями и наградами для нас, если мы решим им помочь. Строительство, собирательство, постройка собственного жилья и бои, естественно, ждут нас в игре. При этом у нас также будут разные навыки и умения. В игре есть кастомизация, так что мы сможем создать свою героиню, и, наверное, было бы странно, если бы в пиксельной RPG этого не было, но решила на всякий упомянуть. И еще была инфа о том, что персок в игре озвучивают многие известные актрисы и актеры озвучки. Та же рассказчица и Shadowheart из Бога-3, например, Рук из Dragon Age Уэлгард, Леон из Резика Реквием и многие другие знакомые голоса. Выйдет она на ПК в раннем доступе 27 октября. 21 июля также вышел мрачный средневековый платформер Scarlet Deer Inn. И я очень удивилась одной детали игры, это то, что все анимации персонажей в игре были вышиты вручную на ткани, а потом оцифрованы в игру. В наше время технологии яишек это показалось особенно уникальным. Фоны также отрисованы вручную, а музыка в игре народная и исполнена на традиционных инструментах. При этом сделан проект обычной парой, просто 2 человека, плюс женщина еще и родила ребенка во время работы над игрой. Сама история поведает нам о матери, которая проходит суровые испытания жизни. Игра
Игра завязана на решении головоломок и поиске света во тьме. На данный момент у нее 88% положительных отзывов, и также у нее скидка в 10% в Steam до 28 числа. Ну и как я могла не упомянуть тот факт, что Bethesda подтвердили официально, что работают над Fallout 5. Хотя пока проект находится на ранней стадии разработки, то каких-то подтвержденных информаций и данных про него вообще нет. Но еще известно, что другие части серии готовят свои ремастеры. Это Fallout 3 и New Vegas. Также над еще одним новым проектом во вселенной работают Obsidian. Из дополнений, обновлений и улучшений в играх. Игра The Alters про клонированного человека на космическом корабле обзавелась крупным DLC про одного из клонов, ученого. Действия будут проходить после основного сюжета игры. Нам нужно будет расследовать и изучать таинственные оазисы и его регионы, которые постоянно меняются. А солнечные лучи тут почти испепеляют, поэтому строить базу придется под землей. В игре будут новые технологии и полевые лаборатории, где альтеры в виде геолога, биолога, физика и химика будут разгадывать тайну местности. Прохождение дополнения займет около 20 часов. Бесплатная DLC также получила мрачная Tainted Grail The Fall of Avalon. В состав дополнения вошли разные виды снаряжения, например, луки, одежда и жезлы, новый опциональный роман, про который компания высказалась, что это связь на ваш страх и риск, что бы это ни значило, и туда же разные правки, ребалансы и дополнительные технические фишки или доработки. Также быстро по распродажам, раздачам и другим новостям сферы. Распродажа в честь 15-летия Chucklefish со скидками до 80% на довольно приятные визуальные игры будет длиться до 31 июля. Там же распродажа самых разных игр, сделанных в Германии, где есть скидки до 80% и возможность протестить разные демоверсии. Длиться она будет до 27 июля, так что поспешите посмотреть, вдруг найдется что-то интересное для себя. И еще первая распродажа от издательства Byte Rockers продлится до 29 числа. Там скидки до 90%. Из интересных новостей, наконец-то в Steam можно дарить подарки подругам из других регионов. Раньше для меня лично это было проблемой, потому что я не могла подарить кому-то что-то, что хотела и когда хотела. И девочки тоже не могли подарить мне, потому что у нас стояли разные регионы в Стиме. Но теперь это стало возможным, так что почему бы не порадовать по возможности тех, кого вы хотите. Я считаю это нововведение довольно нужным. Единственное, что важно в этом, это то, что цена при дарении подарка будет меняться в зависимости от того региона, куда вы, собственно, хотите подарок прислать. Также из стимовских нововведений это то, что теперь можно создавать свои личные категории и сортировать их в виш-листах. Также там будут другие мелкие обновы по типу отмеченных игр, где есть демки, или просмотра микротрейлера при наведении курсора на игру. В целом, доработали неплохо, но я считаю, что можно еще лучше. С 25 по 30 августа в Германии пройдет Gamescom, куда уже заранее, впервые в истории, раскупили, забронировали вообще все выставочные площадки. Вот это событие мы с вами ждем 100%, потому что там будут показано множество трейлеров, которые мы обязательно с вами обсудим и глянем позже, когда все состоится. На самом деле я специально долго думала, стоит ли вообще записывать в этом месяце новости, потому что в следующем будет вот эта вот выставка. Но в целом подумала, почему нет. Все-таки хоть новостей и мало, но они есть. А там уже дальше посмотрим. Также хочу упомянуть недавний ремейк AES Black Flag. До 2 миллионов копий он добрался всего за сутки, а в Steam на данный момент 79% положительных отзывов. Хотя большинство хвалят игру, но не обошлось, конечно, и без альтернативно одаренных, которые решили ущемиться, если, например, якобы повесточки изменений героинь на более, по их словам, стрёмных или пышных. Я даже видела, как-то чел был недоволен тем, что девочки, которые по сюжету, если не ошибаюсь, от 13 до 18 лет, изменили вырез платья. Что ж, эти мужчины-геймеры в наши дни, конечно. Anyway, если вы играли в ремейк, пишите, как вам. А я сейчас перепрохожу свою любимую часть AES Вальгалу и капец как жду следующую часть про ведьм. На самом деле, я не иронично считаю, что Вальгала лучшая по визуалу из всех частей. Просто посмотрите, какие скриншотики я сделала. Боже, она такая красивая. Ссоры и скандалы в индустрии, конечно, тоже никуда не девались. И как будто обсуждать ему солить разные сокращения, наверное, смысла нет, потому что это длится и так уже довольно давно, наверное, все про это знают. Но если вы хотите подробностей, то вы можете написать мне в комментариях, и, может быть, я что-то упомяну, разберу отдельно. Но что хочется добавить, это то, что из Bethesda уволили ведущую художницу, которая в свое время придумала Каджитов и Органиан, которые стали, по сути, неотъемлемой частью франшизы. И увольнение работницы с таким стажем, а у нее стаж, на секундочку, 27 лет, и с такой важной работой, это на очередной раз показывает, насколько фигово в индустрии сейчас дела. Актриса Дебора Энн Уолл, которая исполняет роль Фэй в новой God of War Love, высказалась о волне критики и хейта в сторону своей героини и даже себя самой. Она сказала, что не сидит в соцсетях, и в целом ее не беспокоит это. Она все еще считает, что игра и ее героиня вышли отличными, и что нельзя назвать ее плохой, как бы там мужчинки не пытались ее захейтить. Самое стрёмное, конечно, в этом, что снова под раздачу попала реальная женщина, и его ущемленных, как обычно, задел реальных людей,
людей, а потом они сидят и не понимают, как игры или разные плохие действия влияют на real life. И последняя из новостей — это отказ Дженнифер Инглиш, актрисы озвучки, известной по Shadow Heart из БГ3, от озвучки героини в игре с сексуализацией. Я изначально была, не сказать, что расстроена, может, немного разочарована в ней за то, что она взялась вообще за эту игру. Потому что это одна из тех, знаете, стрёмных игр, где буквально женщины просто куклы Male Gales и снова пытаются привлечь внимание к своей персоне разраба через неприятные женские образы. Но недавно стало известно, что она от своей роли, от участия в этом отказалась, ссылаясь на то, что она почувствовала, что ей нужно сбавить темп, многое обдумать и пока сосредоточиться на своем ментальном и физическом здоровье. На самом деле я была бы рада узнать, что она отказывается из-за сексуализации героини, что собиралась озвучивать. Но даже если так и было бы, то, наверное, вряд ли кто-то признается в таком в данный момент. Могу только надеяться, что это тоже сыграло роль в ее приоритетах. И, наконец, рубрика «Минутки игр от женщин». Сегодня хочу показать вам игру The Hidden Library от студии Ravencliff Games из Армении. Это дебютная игра студии в жанре point-and-click головоломки с эстетикой Dark Academy и вручную прорисованными локациями. Тут нужно будет решать разные задачи, исследовать атмосферные локации и раскрывать тайны. Играя за 13-летнюю девочку, мы погрузимся в истории, что раньше были подвергнуты цензуре в ее мире, и там мы сможем увидеть разные лица и фигуры из этих историй, давая новый взгляд на разные идеи и свободы. А еще, что занятно, в игре упоминаются реальные исторические события. И, насколько я поняла, разработчицы вдохновлялись такими играми, как Friend Bow, Sally Face, What Remains of Edith Finch и другими с такой атмосферой, так что и их игра примерно из подобного антуража. Я списывалась с одной из создательниц, и она также сказала, что в разработке принимали участие 2 парня, но в основном команда состоит из женщин. Их фото, конкретное количество и чем именно они занимались, к сожалению, я не нашла в пресс-ките, но будем иметь в виду. Когда игра выйдет, также пока неизвестно, но ее демоверсия в Steam есть. Ее даже успели один раз исправить и доработать, как я поняла. Также я хочу позже выложить прохождение ее демоверсии на свой второй канал, так что если кому интересно, потом она там будет. Вторая игра рубрики у нас уютный симулятор фермерства The Regreening. Команда у них изначально была из 6 человек, как я поняла, только один из них мужчина, и они позиционируют себя как women-led. Но сейчас их команда также разрастается, включая уже 9 человек, если судить по их линку. Игра — это восстановление экосистем, заботе о природе, и очень круто, с возможностью обнять, приласкать вообще всех животных, кто там есть. Также украшение дома, сбор ягод и цветов, которые можно подарить животным, и в целом приятная, спокойная атмосфера со звуками природы, близкими к ASMR, ждут нас в игре. Когда она выйдет, пока тоже неизвестно, но в Steam можно запросить доступ на плейтест. Да что ж, если вам кажется, что июль был скучным, вы не волнуйтесь, это просто подготовка к Gamescom в августе, где обещают много мировых премьер. Так что это как будто бы просто затишье перед бурей. Будем надеяться, что хороший, но есть у меня некоторые сомнения, конечно. На этом все, твинчаты. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, то тоже нормально. Всем пока.